Давайте узнаем сегодня все о его чувствах к вам на рунах и картах Таро, что бы он хотел вам рассказать. Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами погадаем на рунах и картах Таро на мысли, чувства, планы, действия и все, что пойдет из потока. Все, что зададут руны, какую энергию, какие вопросы, какие моменты в ваших отношениях вам важно знать здесь и сейчас. Настраивайтесь на свою интуицию, на своего партнера. И мы начнем. Нас ждет 25 вопросов, да? 24 руны, 25 рун, да, и 25 вопросов. Итак, первая энергия, которая будет формировать наш расклад, задавать ритм и темп. Я перемешиваю и вслепую достаю. Здесь больше про на что он готов пойти. Хочу ответить на этот вопрос, на что он готов пойти. Сейчас я ее положу. На что он готов ради отношений. Вот так. На что он готов ради ваших отношений. На что готов ради ваших отношений. Ой, он не знает, на что он готов. Девятка мечей. Он готов создавать кризисы на данный момент. Он готов нагнетать. Он готов ухудшать отношения. Может быть, готов к каким-то испытаниям. Но это только в том случае, если у вас отношения прям идеальные. Поэтому, если у вас действительно сейчас в отношениях все хорошо, то есть вы зашли так посмотреть, все хорошо и ладно, да. А если у вас плохо, то на данный момент этот человек не готов как минимум улучшать. Добавит вам головной боли этот человек. Пока что. Да? На здесь и сейчас почему-то. Почему так? Может быть, болеет. Да? Может быть, ваши отношения болеют. Следующая руна. Следующая энергия. По судьбе ли вам этот человек, раз прямо первая карта такая, да? Откровенно не очень. Да? По судьбе ли он вам? Руна выпала прямая. По судьбе ли он вам? Это больше как бы к высшим силам, да, вопрос. По судьбе ли он вам? Тройка пентаклей. Он может быть по судьбе, если вы оба будете прикладывать усилия, развиваться в этих отношениях. Давайте так скажу. По судьбе ли он вам? Да. А для чего он вам, да, дан судьбой? Для того, чтобы вы развивали себя, его в этих отношениях. Взаимно развивались. Вы один друг друга развиваете. Но этот человек вам дан для того, чтобы вы, как минимум, стали лучшей версией себя. Вот так, да. Следующая энергия. Можно было бы сказать опять насчет по судьбе, не по судьбе, но я так скажу. Это наследство точнее, да, или наследие точнее. Это наследие, наследство. И может ли у вас с этим партнером быть продолжение рода, да, или наследники, вот так. Могут ли быть у вас наследники с этим партнером? Или дети, давайте так скажем. Мы же не будем смотреть сейчас, оставит ли он вам наследство. Не правда ли, да? Зависит от обстоятельств. Здесь карта говорит «да», но опять-таки она зависит от обстоятельств. Если вы физически можете, да, то да. Ответ «да». Могут быть. Будут ли? Да. Могут ли быть? Да. Хорошо, следующая энергия. А следующая энергия Яри. Насколько у него к вам сильна страсть? Давайте так. Насколько у него страсть? Интима, а вы уже можете смотреть то понимание страсти, да, в котором для вас ближе. Или насколько он к вам страстен или пристрастен.
Королева Пентаклей, да, он к вам имеет страсть, вы ему как бы на материальном уровне, да, на физическом уровне, он имеет к вам очень сильное влечение. Это влечение устойчивое, настойчивое. И совпадаете ли вы сексуальными энергиями? Да, особенно если вы огонь, земля. Огонь или земля, то есть Дева, Телец, Козерог, Овен, Стрелец и Лев. Следующая энергия. Следующая энергия Хагалас. Энергии удара, энергии льда, энергии града. Да, то есть давайте так. Почему он вам приносит вот эту боль? Почему он сейчас идет на это обострение? Вот мы и проверяем, на что он готов идти на обострение. А почему он идет на это? Почему он идет на это? Почему он идет на это? Здесь пустая карта. Либо он чего-то не чувствует, да, и не имеет к вам чувств, но хотя у него к вам страсть. Либо обстоятельства. То есть так складывается обстоятельства, стечение обстоятельств или, знаете как, это повороты судьбы, давайте так назовем, те обстоятельства, в которых вы волей или неволей судьбы оказались. Да? Виражи судьбы. Окей. Следующая руна. Вунья. Давайте посмотрим, чем он вас может порадовать в ближайшее время. Чем может вас порадовать? Может, чем-то хорошим порадует, да? Чем он вас может порадовать? Да, он вас действительно может порадовать, и этот человек может пойти к вам навстречу, у вас может быть встреча, может быть объединение. Но если у вас действительно все плохо, и вы подозреваете треугольник, то вот он вас в кавычках порадует треугольником. Но если у вас более-менее все ок, то может порадовать. Если у вас треугольника нет, но все сейчас не очень хорошо, то он может пойти навстречу какой-то или на какой-то компромисс, на примирение. Следующая энергия. Ларгус, но перевернутый. Испытывает он к вам сейчас какие-либо чувства? Потому что все-таки это больше про чувства, женские чувства. Давайте так, я даже вот не про чувства хочу сейчас спросить. Давайте не про ваши чувства, а про его спросим. Да? Испытывает ли он к вам какие-либо чувства? Испытывает ли он к вам какие-либо чувства, потому что именно Ларгус перевернутый, может быть, можно было бы спросить, чувствует ли он вас, от вас какие-то чувства. Так тоже можно спросить. Но вы уже сами себе интерпретируете, вам его чувства или как он вас чувствует. Да? Я скажу, испытывает он какие-то чувства или нет. Давайте так скажем. Он по этой карте, эта карта, она такая, она жесткая, достаточно неприступная. Он испытывает к вам чувства, но по этим чувствам он хочет причинять вам боль, страдания и как бы иметь над вами власть. Поэтому в его чувствах к вам стремление обладать и властвовать над вами. В принципе, это неплохая карта, как для здоровых отношений. Поэтому, если у вас отношения здоровые, он хочет быть с вами, допустим, мужчиной, да, чувствовать себя мужчиной. А если у вас нездоровые отношения, то это диктаторская карта, и он хочет вас подчинять, да, то есть доминировать над вами. Тоже, да, смотря с какой стороны смотреть. Следующая руна. Следующая энергия Иса. Почему молчит? Давайте так. Причина остановки отношений, замолчал, почему и так далее. Да? Почему молчит? Почему молчит? Девятка жезлов. Потому что добился своего. Добился. Карта так и называется. Достиг цели, молчит. То есть он не видит, куда дальше развивать то, что между вами. Следующая руна. Понимает ли он вас? Есть ли у вас взаимопонимание? Понимаете ли вы друг друга? Понимаете ли вы друг друга?
Да, вы понимаете, но вы понимаете не на уровне каких-то там, да, души, там, а на уровне именно разума и на уровне выгоды. Вот когда вам выгодно, тогда вы друг друга понимаете. Ну, вам выгодно, ему выгодно. Да, на уровне выгоды. Понимаете. Дьявол – это понимание, и, ну, дьявол – это еще и аспект этой карты, где вы друг друга развиваете. Хорошо. Но также вы, может быть, вы и понимаете, что дьявол у вас в отношениях как бы присутствует каким-то образом. Геба, будете ли вы вместе? Давайте смотреть. Не сюда, вот сюда. Будете ли вы вместе? Будете ли вы вместе? Четверка кубков, ну, этот вопрос сейчас, он не актуален для вас. То есть, возможно, но эта карта, она не отрицает в контексте, да, и в контексте руны, и в контексте ситуации, энергии. То есть, возможно, но сейчас есть нечто большее, что более актуально рассматривать, нежели этот вопрос. Но, возможно, для того, кто этот вопрос, кому этот вопрос важен, да, то, ну да, ответ да, возможно. Следующая энергетика. Что мешает вашим отношениям? Именно вот что стоит на пороге и не пускает? Что является той иголкой в стогу сена или тем гвоздем в колесе ваших отношений? Что есть гвоздь в колесе ваших отношений? Что есть гвоздь в колесе ваших отношений? Тройка жезлов. Ну, гвоздем ваших отношений есть отдаление мужчины. Гвоздем в ваших отношениях есть то, что мужчина сейчас не обращает на вас внимания. Но также гвоздем в ваших отношениях есть вопрос перспективы. И вопрос, а есть ли эта перспектива вообще? Окей. Далее смотрим. О, руна Феху. Но здесь она не как деньги, она как бы больше о богатстве. Давайте так. Будете ли вы богаты с этим человеком? Вот почему-то мне хочется спросить. Особенно актуально для тех, у кого отношения, ну, как бы хорошие, да. Будете ли вы с этим человеком, ну, богаты, обеспечены и так далее? Ну, карта напрямую вообще говорит нет, но она о решимости действовать. И давайте так скажем. Вы можете быть богаты, но... Скорее всего, только если не будете зависеть от этого человека. А учитывая то, что у вас есть дьявол, то вы будете богаты только если будете зависеть, но при этом вы не сможете самореализоваться. Поэтому да, при условии, если вы, ну, как бы не будете от этого человека зависеть еще раз, да, то есть вот так. А он же и получается по императору как бы хочет над вами власти, да, чтобы вы от него зависели. Поэтому вопрос богатства, ну, как бы может быть не в его интересах, не в интересах вашего партнера. Следующая руна. Руна Манас. Что он за человек вообще? Давайте, как карты могут охарактеризовать его как личность, да? Причем Манас прямой, да, то есть, ну, вот как его карты видят. Не что он скрывает, а как его видят. Ой, человек такой, он склонный отстаивать свои позиции, склонный к конфликтам, бережет свои границы и, ну, давайте так скажем, он будет отстаивать свое. То есть этот человек больше для себя, ну, император, естественно, больше о своих владениях, о своей власти и будет бороться и давить, да, то есть его доминация для него, она есть часть его реальности. Ну и у вас же первая руна выпала, вот борьба за границы или выход за границы, поэтому этот человек, он очень ценит свои границы, и для него границы являются, он материалист, да, больше, он как бы не к духовному, а к материальному больше тянется, поэтому этот человек конфликтный, может быть склочный, жесткий, отстаивающий свои границы, ценящий свои границы и борющийся за них. Но и может быть так, что будет удерживать вас в своих границах, имейте это в виду. Следующая руна. Что он скрывает? Кана перевернутая.
Кана перевернутая где-то. Вот здесь она, да. Кана перевернутая. Давайте смотреть. Что скрывает мужчина? Загаданный человек от вас. Что он скрывает? Он скрывает свои возможности, свои ресурсы, свои деньги. Он скрывает того, кому он помогает. И, возможно, скрывает того человека, у кого он просит. Тут уже смотрите по своей ситуации. Даю максимально широкое толкование значений. Следующее. Энергия Тивас. Давайте его цели в ваших отношениях. Можно посмотреть также, чего он хочет, к чему стремится, вот так, цели, к чему стремится, чего добивается от вас, тоже так, чего добивается. Добивается, чтобы вы как бы от него зависели, и вы его любили, и не могли быть без него, и были, как, знаете, как ребенок за родителем, да, то есть, чтобы вы его ценили, уважали, любили и тянулись к нему, да, вот так. Может быть, он добивается того, чтобы ваше сердце принадлежало ему, потому что он как император и семерка жезлов, как бы все мое, все мне, да. Следующее. Здесь и вас, знаете как, давайте, от чего нужно избавляться в этих отношениях. Я эту руну всегда как очищающую, да, как избавляющую. Что лишнее в ваших отношениях? Что, может быть, себя изжило? Может быть, что мешает или является токсичным, да? Здесь нужно избавляться от жесткости мужчины и желания держать все под контролем. Здесь, давайте так. Здесь нужно избавляться от всесильного контроля и мужской психопатии. Вот так. Особенно, если мужчина психопат, да, то есть вот от этого надо избавляться. Если мужчина психопат, как-то от этого избавишься, кроме как если не избавишься от этого мужчины, да, вот так. Давайте так, я скажу, что это всесильный контроль и мегамозг мужчины, а вы уже смотрите по своей. Тут такая жесткость, да, холодность, жесткость и трезвый ум, да, то есть ему нужно действительно быть мягче, как я говорил. Следующая руна. Алгис. Давайте так. Алгис – это покровительство высших сил, защита такая, да, какая-то идет. Нужно ли вам опасаться его? Почему? Потому что только что был король мечей. Это часто угрозы какие-то. Нужно ли вам опасаться в отношениях чего-то? Или чего вам опасаться в отношениях? Здесь только если опасаться восьмерка кубков. Мужчина уходит или партнер уходит. Тут уже такое. Может, для вас это и не опасаться, но это можно опасаться того, что, может быть, это последний партнер в вашей жизни. Да, такое бывает тоже, кстати. Поэтому давайте так. Нужно ли чего-то опасаться? Да, чего? Того, что партнер уходит. Да. Или вы можете потерять партнера этого. Так, следующая энергия соло. Что вам важно знать прямо сейчас об этих отношениях? Вот прямо сейчас, в эту минуту. Чем быстрее, тем лучше. Рыцарь мечей. Легкими эти отношения не будут. Очень скоро будет стычка, конфликт и выяснение отношений. В принципе, для вас, наверное, чем раньше, тем лучше. Может быть, вам от этого станет только легче. Очень скоро произойдут события, которые многое прояснят и ответят на многие вопросы в ваших отношениях. Следующая энергия Беркана. Почему не развиваются ваши отношения? Перевернутая руна. Почему они не растут? Почему нету изменений? Может быть, почему все стоит на месте, если у вас так? Почему нет роста? Вопрос в семени. Семя. И это семя может быть как мужское, так и женское. То есть, по большому счету, у вас разные программы, разные цели и разные потенциалы. Вот так вот. И может быть разные материальные запросы, потому что в деньги здесь тоже упирается где-то какой-то вопрос, в деньги упирается. Из-за денег может быть отсутствие роста. Да? Разный подход к финансовому вопросу. Руна Одина, руна хаоса. И из хаоса я хочу извлечь вопрос его планы на будущее. Именно планы на будущее в этих отношениях. Вот что он планирует с вами.
Ой, он будет вас, знаете, как, ну, выводить на эмоцию, как говорится, да, раскачивать лодку ваших эмоциональных качелей. Вот так вот даже родилось, да. Ну, раскачивать ваш эмоциональный стан, да, эмоциональное состояние. Вот видите, руна Одина. Так, да ладно. Давайте еще у нас остается, по-моему, 4 руны. Или Райдо, путь. Путь. Уйти или остаться в этих отношениях. Вот сейчас почему-то это идет. Уйти вам. Вам уйти или остаться. Лично вам. Ну, если это вам актуально. А если не актуально, можете пропускать те вопросы, которые вам действительно не актуальны. Ну, карта говорит, что если вы уйдете, возможно, вам будет очень тяжело. Но карта говорит уйти. Оставаться по этой карте вряд ли у вас получится. 13-й аркан. Следующая энергия. Эвас. Что вас может остановить? По какой причине вам не надо уходить из этих отношений? Эвас перевернутый, это называется нейды, як кажуть, да? Нейды. Ну, хорошо. А почему вам не надо уходить? Или, а что вас может остановить, да? Ну, действительно, это может быть как бы, ну, последний мужчина, да, ну, я как бы особо в такое не верю, но все-таки, да, то есть единственный мужчина, да, но здесь вас остановить может либо сам мужчина, о котором мы гадаем, то, что он действительно единственный, и то, что, ну, что именно еще не сам мужчина, а магия. Ну, по какой причине вам не идти? Потому что здесь есть магия. Я не знаю, как это у вас. Но если вам где-то это резонирует, напишите, как вам эта комбинация резонирует. Такие же послания. 3 руны осталось, 3 вопроса. Дагас. Что вы должны прояснить с ним? Это кому актуален этот вопрос? Что вы должны прояснить с ним? А кому актуален, вернется или нет, если он уже ушел, тут тоже, да? Итак, вернется или нет? Он может вернуться. И что вы с ним должны прояснить? Кто сильнее? Ну и у женщины здесь должна быть сила мягкая, а у мужчины здесь должна быть сила львиная, урус, да? Он ее и показывает. Остаются 2 руны. Предпоследняя энергия. Тайна, которую он скрывает и которую он не хочет, чтобы она выходила на поверхность. Да? То, что он скрывает от вас и ни за что не скажет. Но он скрывает какое-то счастье, может скрывать семью, если вы о ней не знаете, но может скрывать то, что он счастлив с вами. Если у него нет семьи, то, соответственно, он скрывает то, что с вами он может быть счастливым. Ну и он чувствовал это счастье и был с вами счастлив. И последняя руна, чего вы можете достичь вместе. Или чем все закончится и чем сердце успокоится. Ера, достижение, да? Достижение. Ну, сердце успокоится только конфликтами и реализацией на практике тех тревог, которые вы переживаете сейчас. Возможно, именно для этого вы оказались на этом раскладе. Для чего вы оказались на этом раскладе? Что вам хотели передать сегодня карты Таро и руны? Месседж, послание высших сил, совет. Совет, 9 пентаклей. Знай себе цену и используй весь свой ресурс, чтобы повелевать своим материальным миром. Ты достойна своей ценности, и самая большая ценность внутрі тебя. Світла вам та вашому всесвітові. Лишайтесь на зв'язку. Почуємось. До зустрічі. Па-па.